Друзья, всем привет! Мы очень любим всякие интересные домашние штуки, особенно электронные. И сегодня я хочу вам рассказать вот про такой вот прикольный девайс. Мы взяли себе электрический штопор, причем взяли один из самых дешевых моделей, просто посмотреть, что это такое. И сегодня я хочу рассказать, стоит ли это покупать и как этим пользоваться. Погнали! Итак, начнем с того, что это такое. Это электрический штопор, при помощи которого мы будем открывать бутылки. Причем сразу скажу, что взяли мы одну из самых дешевых моделей производителя КТЛ. Если быть точным, КЛТ, простите. Модель называется КЛТ КБ1 601 801C и цвет черный. Цвет черный, потому что такая же штука может быть и в красном цвете. Как видим, на коробке он нарисован и черный, и красный, но мы взяли черный. Стоимость этой штуки, сразу скажу, была 21 белорусский рубль. Но, чтобы вы понимали, это примерно... Сколько? $8 получается. Ну, дальше на российские рубли, если кому интересно, пересчитайте. Фактически, как вы поняли, он ничего не стоит. Даже обычный штопор из магазина, которым, обычно ручной такой металлический, стоит еще и дороже. Итак, что мы имеем в коробке? Приходит он, как я уже показал, вот в такой коробке. А в коробке у нас будет лежать просто штопор и все, больше там ничего не будет. А на самом штопоре уже одет вот такая вот открывашечка. Дальше я покажу, зачем она и как ей пользоваться. Она крепится на дно, и когда мы его ставим где-нибудь в углу, вот так вот красиво поставили, и все это гармонично, технологично стоит. Питается штопор данный от 4 пальчиковых батареек формата 2А. Ставятся они вот здесь вот под крышку сзади. 4 батареечки квадратом. Поставили, закрыли и забыли. Имеется одна кнопка вперед-назад. Как видим, когда мы нажимаем, он работает, есть подсветка синеньким цветом. Да и, в принципе, и все. Больше тут ничего такого интересного нет. Если рассмотреть сам штопор в подробностях, то, как я уже сказал, идет открывашечка. Эта штука нужна, чтобы срезать с бутылки возле пробки сверху этикетку. В дальнейшем идет сам штопор. Внутри него идет подвижной элемент на пружине, который будет доставать нашу пробку. И нажимая кнопку вниз, мы будем просто закручиваться в пробку. Нажимая кнопку вверх, мы будем выкручиваться из пробки. И тем самым он будет ее выталкивать. В принципе, и все. Ну а теперь давайте попробуем эту тему в действии. Итак, продемонстрирую, как это работает. Напоминаю, алкоголь вредит вашему здоровью, но все же. Снимаем вот эту вот штучку. Видите, у нее здесь два лезвия. Так вот сверху прикладываем, немного зажимаем и пару раз проворачиваем. После чего мы аккуратненько снимаем сверху вот эту вот часть упаковки. Потом берем сам штопор, ставим его ровненько вертикально и зажимаем кнопку вниз. Штопор, как видите, накручивается. Нажимаем кнопку дальше вниз, и он вынимает пробку. Все. Пробка в штопоре, бутылка открыта. А теперь, чтобы отдать нам обратно пробку, мы жмем кнопку вверх. Штопор крутится в обратную сторону и отдает нам пробку. Как видите, никаких усилий. Все легко и просто. Ну, не чудо ли? Причем пластиковые пробки, как видите, они достаются из бутылки гораздо сложнее, чем обычные пробковые деревянные. С деревянными пробками он справляется еще гораздо проще. Прикольная тема. Как видите, дорогие друзья, тема огонь. Причем мы взяли уже один такой себе, один уже даже купили в подарок, подарили.
Просто игрушка, но, как я уже сказал, мы любим всякие технологические такие штуки, и в хозяйстве, в принципе, вещь полезная. Особенно, когда приходят гости. Тем более, что стоил он вообще ничего не стоил. Вот еще интересно было бы узнать, такие же модели есть и от Xiaomi, допустим, и еще от всяких разных фирм. Так, напомню, этот стоил 21 белорусский рубль. А есть и Xiaomi за 80, а есть еще от каких-то производителей там чуть ли не за 200. Ну, за такие деньги он, по-моему, должен еще и сам с бутылкой, в принципе, бегать. А так, чем они отличаются, мне не совсем понятно. Эта вещь, которая ничего не стоит, полностью отрабатывает свои функции. Вот так, дорогие друзья. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!